А что если я скажу вам, что прямо сейчас вы живете внутри черной дыры? Вы бы мне поверили? И не только вы. Вся наша наблюдаемая Вселенная могла бы находиться внутри этой самой черной дыры. И хотя сама по себе эта гипотеза звучит как сценарий из научной фантастики, последние данные, полученные с помощью космического телескопа JJST, самого мощного и современного астрономического инструмента, когда-либо запущенного в космос, показывают, что эта идея может иметь под собой реальные научные основания. И если это действительно так, то последствия этого открытия – это нечто поистине ошеломляющее, шокирующее и вызывающее к размышлению. Представьте себе, что наш большой взрыв – это не начало всего, а всего лишь маскировка, прикрытие или проявление некой более сложной и загадочной структуры – белой дыры. Это не просто гипотетическая идея, а вполне возможная концепция, основанная на математических расчетах, моделях и наблюдениях. И если она подтвердится, то наше понимание устройства Вселенной, ее происхождения и будущего перевернется с ног на голову. Итак, что же такое белая дыра? Чем она отличается от черной и почему ученые все чаще начинают рассматривать возможность их существования? Черные дыры и белые дыры – это две стороны одной медали, две крайности одной и той же теории. Черная дыра – это область пространства, куда все, что попадает, не может выбраться – ни свет, ни материя, ни информация. Внутри нее гравитация настолько сильна, что пространство и время искажаются до бесконечности, образуя сингулярность, точку бесконечной плотности. А вот белая дыра – это, наоборот, область, из которой все выходит, и внутрь попасть невозможно. Она словно обратная сторона черной дыры. Но почему ученые начали всерьез рассматривать эти идеи? Все дело в новых данных, полученных с помощью JUST. Этот телескоп за последние годы предоставил массу новых наблюдений, которые бросают вызов классической космологической картине. Например, один из наиболее удивительных результатов – это обнаружение того, что огромное количество галактик во Вселенной вращается в одном и том же направлении, по часовой стрелке или против нее, в гораздо большей степени, чем это должно было бы происходить при стандартной модели. Исследователи заметили, что примерно 2/3 галактик вращаются по часовой стрелке, а лишь треть против нее. И это удивительное совпадение вызывает массу вопросов. Одна из гипотез, которая выдвигается в связи с этим открытием, предполагает, что вся наша Вселенная – это не что иное, как проекция или отражение внутри огромной вращающейся черной дыры, которая сама по себе находится внутри какой-то более крупной Вселенной. То есть, возможно, мы живем внутри черной дыры, которая вращается в том же направлении, что и галактики вокруг нас. Но как такое возможно? И что именно показывает эта гипотеза? Первое – это сингулярность. В начале всей Вселенной, согласно модельным уравнениям Эйнштейна, все было сжато в очень маленькую точку с бесконечной плотностью. Это и есть сингулярность. И в черных дырах, по аналогии, есть своя сингулярность, тоже с бесконечной плотностью. В случае с большим взрывом эта сингулярность находилась в самом начале времени и пространства. А внутри черных дыр она расположена в центре, за горизонтом событий. Вторая – это горизонт событий. У черной дыры есть граница, горизонт, за который ничего не может выбраться. Все, что пересекает этот горизонт, исчезает, и выйти назад уже невозможно. В нашей наблюдаемой Вселенной есть нечто подобное. Это так называемый частичный космический горизонт или космологический горизонт. Он обозначает максимально возможное расстояние, с которого свет мог достигнуть Земли со времени Большого взрыва. Ниже этого горизонта ничего не может проникнуть внутрь, а внутри горизонта событий ничего не может выйти наружу. Именно эта аналогия горизонта и сингулярности породила гипотезу, что наша Вселенная – это, по сути, огромная черная дыра, внутри которой происходит нечто похожее на выход или отскок, то есть так называемый белый горизонт. Более того, если принять, что черные дыры могут вращаться, то внутри них сингулярность превращается в кольцо, и именно это кольцо создает возможность для теории, что большой взрыв – это маскировка белой дыры. Что такое белая дыра? Белая дыра – это, по сути, временная обратная сторона черной. Внутри нее все выходит наружу, и ничего внутрь попасть не может. Эти объекты гипотетические, и их существование пока не подтверждено однозначно, но они активно рассматриваются в рамках теории и математического моделирования. Самое интересное – это то, что вся Вселенная может находиться внутри такой белой дыры, которая сама по себе – это родительская черная дыра, внутри которой возникла вся наша реальность.
Этот концепт называется космологическая модель внутри черной дыры, и он предполагает, что наша Вселенная – это именно отскок или выброс из белой дыры, которая находится внутри огромной черной дыры, подобной тому, что мы можем наблюдать в центре нашей галактики – Стрелец А. Для того, чтобы понять, что именно увидел JWST, нужно разобраться с одним важным принципом – космологическим принципом. Он говорит, что если смотреть достаточно далеко, то Вселенная должна выглядеть однородной и изотропной во всех направлениях. Это означает, что в больших масштабах, независимо от того, куда мы смотрим, мы должны видеть примерно одинаковое распределение галактик и объектов. Никаких больших пропусков, аномалий или необычных структур. Это основа всей современной космологии. Однако последние наблюдения, полученные с помощью JWST, показывают, что, возможно, эта идея не совсем верна. И в самом деле, недавно было опубликовано исследование, которое рассматривало 263 спиральные галактики, расположенные миллиарды световых лет от нас. Ученые хотели выяснить, сколько из них вращается по часовой стрелке, а сколько против нее. И если бы космологический принцип был истинным, то мы должны были ожидать, что примерно половина галактик вращается в каждом направлении. Но что выяснилось? Оказывается, 2/3 галактик вращаются по часовой стрелке, а лишь треть против нее. И авторы статьи сделали весьма важный вывод. Поскольку черные дыры вращаются, то и Вселенная внутри черной дыры, которая по гипотезе может быть нашей реальностью, тоже должна вращаться. Это означает, что, возможно, мы живем внутри черной, которая вращается в том же направлении, что и галактики вокруг нас. На этот вопрос есть однозначный ответ. Да, и большинство из них действительно вращаются. В астрономии принято различать два типа черных дыр – невращающиеся, называемые черными дырками Шварцшильда, и вращающиеся черные дыры Керра, названные в честь новозеландского физика Роя Керра, который впервые решил уравнение Эйнштейна для вращающегося случая. Вращающиеся черные дыры обладают угловым моментом, который тащит за собой пространство-время, создавая так называемую эргосферу. Зону, где объекты могут быть затянуты в вращение. Интересно, что именно вращающиеся черные дыры могут иметь так называемый кольцевой тип сингулярности. То есть внутри них вместо точки бесконечной плотности образуется кольцо, и именно эта особенность открывает возможность, что Большой взрыв мог бы быть маскировкой белой дыры. Белые дыры – это времяобратные черные. Их суть в том, что все выходит из них, а внутрь попасть невозможно. В случае вращающихся черных дыр сингулярность превращается в кольцо, и внутри этого кольца образуется очень узкое пространство, через которое теоретически можно было бы провалиться. Представьте, что изнутри черной дыры, которая вращается, пространство расширяется так же, как и в нашей Вселенной. Это и есть, по сути, расширение пространства, которое мы наблюдаем как Большой взрыв. Если эта гипотеза верна, то наша Вселенная – это всего лишь белая дыра, маскирующаяся под Большой взрыв. Тогда возникает вопрос, как отличить реальность, возникшую из белой дыры, от той, что возникла в результате классического Большого взрыва? Ответ, как предполагают ученые, это несоответствие в наблюдениях. Например, вращение галактик, которое JWST заметил. Это потенциальный след, который может свидетельствовать о том, что наша Вселенная – это отскок из белой дыры. В моделях космологической инфляции эти несоответствия должны исчезнуть, и принцип однородности подтвердиться. А если наша Вселенная – это белая дыра, то она могла бы оставить за собой признаки, например, аномалии в движении материи, скопления или вращения, которых не предугадывает классическая модель. Но для уверенности нужно больше данных. И главный вопрос – а насколько же был бы такой черной дырой? Если предположить, что все это правда, и мы действительно живем внутри черной дыры, которая находится в другой галактике, то она была бы невероятно огромной, в миллионы раз больше всего, что мы когда-либо могли себе представить. Масса этой черной дыры могла бы достигать 46 триллионов солнечных. Это 4 с 2 нулями после 22 нулей, а ее горизонт событий был бы шириной около 14 миллиардов световых лет. Для сравнения, если бы черная дыра в центре нашей галактики, Стрелец А, была размером с один вирус, то черная дыра, содержащая всю нашу наблюдаемую Вселенную, была бы размером с Землю.
И это не только гипотеза о размере или массе. Эта идея предполагает, что существует бесконечная серия вселенных, связанных через черные дыры. В каждой из них могут формироваться новые черные дыры, которые создают новые младенческие вселенные внутри себя. Такой сценарий – это своего рода мультиверс, где семейства вселенных, порожденные в результате слияния или образования черных дыр, живут дольше и процветают благодаря более высокой частоте образования новых черных дыр. На этом и строится идея о выживании, только не животных, а вселенных. Но стоит помнить, что это пока только гипотеза, и научное сообщество еще не полностью убеждено в том, что мы действительно живем внутри черной дыры. Как и во всех новых теориях, после публикации появляются скептики. Научное сообщество тщательно проверяет и перепроверяет новые идеи, повторяет эксперименты, ищет возможные ошибки или неправильные интерпретации. История знает много случаев, когда астрономические наблюдения оказались подтверждением новых гипотез, а потом выяснялось, что все – результат ошибок, пристрастий или недоразумений. Например, в прошлом делались попытки обнаружить асимметрию вращения галактик, и каждый раз, когда находили признаки неравномерности, это объясняли систематическими ошибками или эффектами движения Земли. Также стоит учитывать, что последние наблюдения касаются лишь нескольких сотен галактик из триллионов существующих во Вселенной. Это очень малая часть. Область, которую изучал Джефф Ст., по своим размерам сравнима с точкой, которую можно удержать на конце пальца, вытянутого на расстоянии. Для получения полноценной картины необходимо наблюдать за всем небо, а это огромная задача, которая потребует времени и новых технологий. Итак, хотя мы и нуждаемся в дополнительных данных, результаты этого исследования вызывают интерес и открывают новые горизонты в понимании космоса. Идея о том, что мы живем внутри черной дыры, это не просто фантазия или фантастика, а теоретически обоснованный и математически подтвержденный сценарий, который требует дальнейших исследований и подтверждений.